Посетители нашего канала просили рассказать о Такемике из Японии, которой исполнился 91 год. Ее полное имя Такесима Мика. Родилась женщина 15 января 1931 года. Следовательно, на момент создания этого видео ей 91 год, и она работает инструктором по фитнесу. Интересный момент. Недавно мы делали видео про Нахиду Абден из Ливана, которой 89 лет, и она также работает инструктором по фитнесу. Думаю, это не совпадение. Фитнес действительно помогает этим женщинам поддерживать гормональный фон на должном уровне, что положительно влияет на здоровье и внешность женщин. Внимание Такесимы к фитнесу привлекла критика ее мужа, когда ей было 65 лет. В те дни я была больше, чем просто полненькая. Размер моих брюк был вдвое больше, чем сейчас, и я все равно упорно отказывалась признавать, что у меня избыточный вес. Однако, однажды мой муж негативно высказался о моем весе, и я решила пойти в спортзал и сбросить 15 килограммов, говорит Такесима. Она начала заниматься в спортзале в 65 лет, с 79 лет под руководством тренера, а в 87 лет сама стала инструктором по фитнесу. Ее жизнь – выражение ее убеждения, что возраст – это всего лишь цифры. Никто не бывает слишком стар, чтобы начать что-то новое, говорит женщина. У Такесимы каждый день заполнен делами. При этом ей требуется всего 3-4 часа сна. Она ложится спать в 23:00 и просыпается до 4 часов утра. В такую рань нужно просыпаться для более эффективной тренировки. Чем раньше начнешь, тем лучше будет результат, говорит женщина. Такесима также рассказывает: «Я выпиваю стакан воды и выхожу из дома около 4 утра. Прохожу 4 километра, потом бегу еще 3. Наконец, я прохожу километр назад. Я делаю это каждый день, если не идет дождь. Это занимает около 2 часов. Хорошо потренировавшись, женщина завтракает. Это примерно 7 часов утра. Я готовлю на гриле скумбрию или лосося. Ем их с натто, яйцами, тофу, кимчи и маринованными в рисовых отрубях овощами. Натто всегда 2 упаковки, говорит она. После этого хорошо сбалансированного завтрака, богатого белками и ферментированными продуктами, она занимается домашней работой, совмещая упражнениями на растяжку. Даже во время просмотра телевизора Такесима сидит совершенно прямой спиной и втянутым животом. По дому всегда ходит на цыпочках. При этом она не заставляет себя заниматься всем этим, ей нравится это. Такесима говорит, что обедает легкой пищей. 1 банан, а затем пробиотический напиток якуруту. И все. Если переедать, клонит в сон, говорит женщина. Она отмечает, что этого ей вполне хватает. Возможно, благодаря плотному завтраку. Послеобеденное время она посвящает тренировкам. Иногда это индивидуальные занятия, чаще групповые тренировки, а также она проводит тренировки в онлайн. Когда занятий нет, она тренируется сама. Такесима во время упражнений не включает музыку, концентрируясь на растяжке, а затем делает силовые тренировки. По ее словам, эти ежедневные занятия занимают не менее 2 часов. У Такесимы есть свой комплекс из 5 золотых упражнений. Первым упражнением является поднятие штанги выше головы. Нужно начинать с легкого груза, постепенно увеличивая вес. После этого упражнения
В комплексе тренировок идет другое движение. Ноги расставить в стороны, присесть и поставить руки на колени, наклонившись торсом. Повторять это движение нужно много раз, меняя положение рук и живота. Третьим является шпагат. Четвертым движением является уже более сложный элемент. Ноги развести в стороны и лечь на живот вперед. Разумеется, перед этим упражнением нужно провести растяжку. Последним, пятым, является приседание со штангой. Сложное, но очень эффективное упражнение. Позанимавшись и проголодавшись, женщина приступает к плотному ужину. Я часто готовлю суп из курицы и овощей. Тушу пекинскую капусту, грибы, картофель, морковь и другие продукты до готовности. Затем добавляю курицу. Вообще, Такимика всегда ела сбалансированную пищу и избегала искусственных добавок и консервантов. При этом женщина не сидит фанатично на диетах и может позволить себе то, что хочет. Вот ее признание. Когда я хочу пирожное, я его ем. Бывает, решу съесть половину, а остальное оставить на завтра. Но, в конце концов, съедаю все. После ужина у женщины наконец появляется свободное время. Но ее почти никогда не тянет побездельничать. Чаще она работает над учебными упражнениями, улучшает навыки работы с компьютером и смартфоном или посещает уроки английского. Перед сном Такимика делает простые фитнес-упражнения. На фото вы можете видеть, какой инвентарь она использует во время домашних тренировок. Она так живет не из чувства долга, а из-за одного устремления – найти как можно больше друзей во всем мире. Однажды Такисима получила сообщение от женщины, которая посмотрела одно из ее видео. Она написала, что до этого хотела умереть, но увидев, насколько здоровой и счастливой была Такисима, она с надеждой смотрит в будущее. Возможно, то, что я делаю, может помочь уменьшить количество отшельников хикимори и стариков, которые умирают в одиночестве. И я поставила перед собой цель – проехать по всем 47 префектурам Японии с показами тренировок для как можно большего количества людей. Можно просто приходить и смотреть. Если их это вдохновит, у них появится желание заняться фитнесом. Моя цель, делая всех здоровее, оставаться инструктором по фитнесу до 100 лет. Такисима Мика является старейшим фитнес-инструктором в Японии и стала в какой-то степени небольшой знаменитостью благодаря как своей прекрасной физической форме, так и своему позитивному настрою и заразительной улыбке. А что вы думаете об этой женщине? Не стесняйтесь, оставьте комментарий ниже и поделитесь этим видео с другими. Ссылки на подобные истории с другими женщинами вы найдете в первом комментарии к этому видео.